Всем привет, дорогие друзья! Скоро наступит светлый праздник Пасхи. И традиционно к пасхальному столу готовят не только куличи, но и творожные паски. Сегодня я хочу вам предложить замечательный рецепт творожного пирога «Пасхальный сырник». Этот творожный пирог получается очень красивый. Конечно, его великолепно украшают разноцветные цукаты и изюм. Сверху и снизу тонкий слой очень вкусного песочного теста. Ну и, конечно, самое вкусное – это творожная начинка. Я разламываю, и прямо чувствуются такие пузырьки воздуха внутри лопаются. Невероятно вкусно! Мне очень нравится сочетание воздушной творожной начинки и песочного теста. Готовится он достаточно легко и просто, и вы с легкостью приготовите его к своему праздничному столу. Лучшие рецепты куличей на любой вкус смотрите у меня на канале. Приготовим песочное тесто на желтках. И для этого мне понадобится в желтки всыпаю сахар, соль и добавлю экстракт ванили. Можно использовать и ванильный сахар. Перемешиваю. Слишком сильно ничего вымешивать не надо, просто хорошо соединяем. В миску просеиваю муку. И на крупной терке натру сливочное масло. Периодически его перемешиваю с мукой. Также в миску добавляю разрыхлитель для теста. Хорошо все перетираю в однородную крошку. Делаю углубление и вливаю желтки с сахаром. Долго вымешивать это тесто не надо. Хорошо все собираем в один ком. У меня тесто получилось липковатым, поэтому я добавлю немного муки. В итоге у меня получилось вот такое очень нежное, мягкое, но вместе с тем не прилипающее к рукам тесто. Всего я добавила сюда 20 граммов муки. Сейчас я разделю его на две неравные части. Одна чуть больше будет дном пирога. Перекладываю ее в чистый пакет и отправлю в холодильник минут на 15. Вторую часть теста также перекладываю в пакет и отправлю на такое же время в морозильную камеру. Мне надо, чтобы тесто подмерзло. Выпекать пирог я буду в квадратной разъемной форме, размер 26 сантиметров. Дно и бока выстелила пергаментной бумагой. Я сразу вам скажу, что высота моей формы вместе с нарощенными боками получается 11 сантиметров. Этот пирог довольно высоко поднимается во время выпечки. Если вы будете использовать неразъемную форму, просто выстелите ее пергаментной бумагой и также нарастите бока, чтобы потом пирог легко было извлечь из формы. Для приготовления начинки мне понадобится в миску перекладываю творог. Я использую домашний творог. Как сделать его дома, вы можете посмотреть у меня на канале. Я оставлю ссылку под видео в описании. Добавляю сметану. Сметана у меня жирная, 25%. Добавляю йогурт. Я использую греческий йогурт. Добавляю мягкое сливочное масло. Желтки. Я использую крупные яйца. Вес одного яйца со скорлупой 68-70 граммов. Натру цедру одного апельсина, снимаю только верхнюю желтую часть. Можно также использовать и лимон. Добавляю 2 чайные ложки экстракта ванили. Можно также использовать и ванильный сахар. И всыпаю примерно половину всего сахара. Остальной сахар буду взбивать с белками. Всю массу хорошо пробиваю погружным блендером. Получилась вот такая очень однородная масса.
Всыпаю крахмал и всыпаю манку. Снова хорошо все перемешиваю блендером. Получилась вот такая очень однородная творожная масса. И теперь сюда я сразу добавлю много цукатов и изюм. У меня здесь вот такой разноцветный изюм, он мягкий, поэтому я его заранее не замачиваю. Также здесь апельсиновые цукаты и вот такие разноцветные. Конечно, вы можете использовать любые цукаты и изюм, какие вам нравятся. Если у вас изюм сухой, можно его предварительно замочить. Хорошо все перемешиваю и пока оставляю творожную массу постоять. Я достала из холодильника тесто. Это у меня пергаментная бумага по размеру формы. Выкладываю сюда тесто, накрываю сверху еще одним куском пергаментной бумаги и раскатываю в пласт по размеру формы. Таким образом тесто раскатывается очень ровным слоем. Перекладываю в форму. Пока я буду заканчивать приготовление начинки, отправлю форму с тестом в холодильник. В большую миску выливаю белки, добавляю соль и начинаю взбивать. Чтобы белки хорошо взбивались, миска, в которой вы это делаете, должна быть обязательно чистая и сухая. Когда появилась легкая пена, добавляю постепенно сахар и взбиваю белки в крепкие устойчивые пики. Сейчас я буду аккуратно смешивать творожную и белковую массу. Добавляю немного сначала, чтобы белки вобрали в себя эту массу. Перемешиваю. Стараемся перемешивать очень легко, чтобы сохранилась пышность. И так постепенно я сейчас добавлю в белки всю творожную массу. Начинки получается много. Надеюсь, я ее смогу перемешать в этой моей самой большой миске. Переезжаю в большую посуду. Выкладываю сюда уже всю творожную массу и добавляю массу с белками. Хорошо все вымешиваю. Масса получается очень воздушная, такая легкая. Из холодильника я достала форму с тестом и теперь сюда выкладываю начинку. Вы видите, почему очень важно нарастить бока, так как начинки получается много. Все аккуратно разравниваю. Тесто в морозилке у меня уже хорошо подмерзло. Я его натираю на крупной терке. И сейчас выкладываю сверху на начинку. Распределяю равномерно. По желанию сверху можно пирог присыпать миндальными лепестками. И всю эту красоту я отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку на 1 час. Затем я снижаю температуру духовки до 170 градусов и выпекаю еще примерно 20-25 минут. Конечно, учитывайте особенности вашей духовки, а также время выпечки зависит от размера формы. Пирог я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Если он начнет сверху подпекаться, прикрою его фольгой. Посмотрите только, какая красота получилась. Пирог у меня остывал в духовке примерно 40 минут. Сразу его не доставайте, чтобы не было резкого перепада температуры и он не осел слишком сильно. Посмотрите, какой он получился нежный. Внутри была такая слегка дрожащая серединка. Очень важно, как проверить, готов ли пирог. Вы должны видеть, что он должен ровно подняться, особенно в середине. Не должно быть провала. Сейчас он у меня остыл до теплого. Во время выпечки он очень высоко поднялся. Фактически выше вот этих даже моих бортов, которые я наращивала. Так что вы тоже смотрите, какая форма у вас. Обязательно наращивайте бока, если форма не слишком большая. Во время выпечки пирог слегка треснул, но затем, когда он осел, он выровнялся. И сейчас я оставляю мой пирог остывать до холодного прямо в форме.
Не надо его извлекать раньше времени, чтобы он не потерял свою красивую форму. Мой сырник остывал всю ночь, и сейчас он полностью холодный. Достану его из формы. Он получился такой высокий. Замечательно. Обрежу край. Посмотрите, какая красота получается. Сырник сверху я слегка присыпаю сахарной пудрой, совсем чуть-чуть. Выглядит он по-настоящему празднично. Какой же этот пирог получается красивый и очень ароматный. Он получается необычайно вкусный, сладкий. Здесь много изюма, цукатов. Мне очень нравится апельсиновая нотка и сочетание песочного теста и воздушной творожной начинки. Это великолепно. Друзья, я всем рекомендую приготовить такой праздничный творожный пирог, пасхальный сырник и удивить всех своих родных на Пасху. Я желаю всем приятного аппетита, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал Люда Изи Кук «Позитивная кухня». Всем пока!